Итак, начинаю отвечать на новую серию вопросов. У вас есть программы для 6 дней в неделю и 8-10 тренировок? Я хочу сказать, что наибольшее, что я писал для своих спортсменов, это была программа на 5 дней и 8 тренировочных занятий. То есть это в понедельник, среда, пятница 2 тренировки спортсмен проводил, и вторник, суббота это по одной тренировке. Написать на 6 дней и 10 и более тренировок в неделю — это нет проблем. Проблема-то состоит в том, что легче написать план такой, чем его выполнить. Для того, чтобы спортсмен мог выполнить такой план, он должен быть профессионалом. Он Ему нужно создать все условия для восстановительного процесса. То есть он не должен работать, он не должен учиться, он должен только тренироваться, отдыхать, правильно питаться, принимать восстановители, баню, массаж, медицинское обслуживание. То есть вопросов очень много, а написать не проблема. Итак, перейдем к следующему вопросу. Я использую вашу программу. Какие упражнения для взрывной силы можно включить в нее? Ну, прежде всего, давайте вспомним, что такое взрывная сила. Взрывная сила — это способность организма проявлять значительную силу в очень короткий отрезок времени. Я также хочу высказать свое мнение, что я считаю, что в пауэрлифтинге взрывная сила не имеет такого большого значения, как она имеет это в тяжелой атлетике. Но тем не менее, я хочу порекомендовать спортсменам, которые хотят развить взрывную силу мышц ног, такие упражнения, как прыжки на плинт разной высоты, прыжки в глубину, прыжки со штангой на плечах с весом от 20 до 40 килограммов. Для мышц рук, это прежде всего жим штанги лежа на скорость с весом от 40 до 60%, количеством подъемов 4-6 раз. Также можно предложить отжимания от пола с максимальной быстротой, и в том числе с отрывом рук от поверхности пола и хлопком у груди в ладони. Вот такие упражнения я применяю в своем тренировочном процессе. Желаю удачи. Итак, переходим к третьему вопросу. Значит, как из ваших программ сделать двухдневную для тех, у кого нет времени и кто не выступает на соревнованиях? Ну, что тут можно сказать? Из программ, которая состоит из 4 и 5 тренировок, переделать двухразовые тренировки — это невозможно. А вот программа, которая заключает в себе 3 тренировочных дня, эту программу можно переделать под 2 тренировки в неделю. Самый простой способ — это первая тренировка — приседания плюс жим лежа, вторая тренировка — жим лежа плюс тяга. После 2 упражнений, если остается время, есть желание еще что-то добавить, то можно добавить из специально подготовительных для проработки мышц ног, спины, рук, верхнего плечевого пояса. Какую философию для написания программ вы используете? Верхошанского, Медведева и так далее. Но я хочу сказать, что за 40 лет тренерской работы в тяжелой атлетике и пауэрлифтинге я выработал свою философию тренировочного процесса. Но также я хочу сказать, что в ней обязательно присутствует концепция Верхошанского, Воробьева, Медведева, Абаджиева, Блюкфельдера и многих других выдающихся тренеров по тяжелой атлетике и по пауэрлифтингу. Нельзя сказать, что вот моя концепция, и все остальное нужно отмести, и только говорить: это мое, это мое, это мое. Нет. Умный тренер всегда возьмет уже
приобретенный опыт других тренеров. Зачем повторять те ошибки, которые они сделали, которые могут удлинить путь тренера в воспитании большого спортсмена? Нужно взять у одного, у второго, у третьего, четвертого, все это вместе соединить и добавить свое, которое ты проверил на практике. И тогда это будет твоя философия тренинга. Мне кажется, самый простой вопрос. Как из длинного соревновательного цикла сделать короткий на 1, 2, 3 недели меньше, чтобы правильно подводиться к любым датам? Ну, я хочу сказать, что если, например, у вас соревновательный цикл расписан на 8 недель, а соревнования намечаются через 5 недель. Нет ничего проще. Возьмите 8-ю, 7-ю, 6-ю неделю. Пропустите и начинайте тренироваться с 5-й недели, и как раз подойдете к соревнованию. Так же самое сделайте, если у вас до соревнований 3 всего лишь недели осталось. Вы отбрасываете 8-ю, 7-ю, 6-ю, 5-ю, 4-ю неделю пропускаете и начинаете тренироваться с 3-й, 2-й и 1-й заключительная соревновательная неделя. Нет ничего проще. Так, 6-й вопрос. На самом ли деле работа ног так важна в жиме лежа? Можно ли без них обойтись? Ну, что тут можно сказать? Я, например, считаю, что да, работа ног в жиме лежа важна. Почему? Потому что толчок, который производит спортсмен ногами от пола, дает первый импульс штанге во время срыва ее с груди. Это помогает ему развить наибольшую скорость, что позволяет, в свою очередь, легче пройти в мертвую зону и успешно выполнить жим лежа. Да, конечно, можно обойтись без работы ног в жиме лежа, но будет немного труднее, будет меньше скорость срыва штанги с груди. Это точно так же, как одни жмут с мостом, другие жмут без выполнения моста. И мы прекрасно знаем, что тот спортсмен, который жмет с применением моста, он получает какое-то преимущество перед тем спортсменом, который жмет без моста. Поэтому решайте, что вам нужнее. Я понимаю, что отработать технику толчка ногами в жиме лежа требует каких-то усилий и долгого терпения. Но это необходимо. Желаю удачи. Как преобразовать ваши программы, если я немного завысил свои результаты? Мне просто так психологически проще держать в голове, что мои 100% этот большой вес. Интересно. А зачем преобразовывать мою программу, если она написана в процентах? Вы просто берете новые проценты от того завышенного результата, который вам легче держать в голове. А упражнения остаются все те же, самые. Просто у вас получится, что, например, если брать жим лежа от 200, то ваши 80% уже будет не 160 килограмм, а, например, 180 или 190, в зависимости от того, насколько вы повысите. Но тут я вас хочу предостеречь, что если вы свой 1 ПМ, то есть максимальный вес, увеличите на 5 килограммов, то это будет, в принципе, незначительно и можно будет выполнять мои программы. Но если вы увеличите на 10 килограмм и более, то вы можете получить перетренированность. Почему? Объясняю. Потому что, например, если в основном в моих тренировочных программах стоит веса 80-85%. Но если вы завысите вес на более 10 килограммов, то получается, что вы будете делать не 80%, а 85%, а не 85%,
а 90 от настоящего максимального результата. Что в конце концов, я думаю, что в течение 2 недель у вас наступит перетренированность. Вы не сможете долгое время выдержать такую нагрузку. Поэтому прежде чем завышать намного любые программы, я вам советую подумать об этом. Почему вы используете цепи только в тяге и жиме, а в приседе нет? Ну что тут можно сказать? Причина простая. Только потому, что в зале, где я работаю, нету цепей большой длины. Поэтому я не делаю приседания из цепей. Ищу другие возможности увеличить силу ног. Так, последний, заключительный, 9-й вопрос. Можно ли совместить ваши принципы тренировок и принципы Луи Симмонса или Эдди Коуна? Линейная периодизация, например. Ну, что тут можно сказать? Я считаю, что линейная периодизация и вариативный метод, который я использую в своих тренировочных планах, разные по своей направленности. И поэтому я считаю, что их невозможно совместить, даже на короткое время. Совершенно разные методики тренировок. Это мое мнение.